Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! На днях мне предстоит деловая поездка. Это несколько часов на поезде и пару вечеров в отеле. Чтобы не скучать, я уже по традиции возьму с собой в поездку вышивку сашико. Шить я буду японскую сумку Тоут. Кроится она из треугольников по ширине сумки, но таких широких джинсов у меня нет, поэтому я буду кроить по уже знакомой вам выкройке. Джинсы я выбрала тонкие, я попробовала, протыкаются они иголкой очень хорошо. Вот таким образом я буду выкройку прикладывать. Здесь закругления не будет, здесь будет острый угол, вот насколько мне позволит ширина. Ну, я шов вот этот распорю. Здесь тоже пойдет вот отсюда. Вот таким образом до сюда. И потом пойдут уже вот эти вот ручки. Ну, тоже здесь придется мне распороть по всей длине, ну, насколько возможно. Потому что я хочу, чтобы они завязывались на узел. Шов у сумки будет по центру, а не по диагонали, как, в принципе, должно быть у японской сумки Тоут. Ну, думаю, где будут швы в этом случае не очень важно, так как все будет закрыто вышивкой. Заготовки для сумки готовы. Простите за тавтологию. Я их стачала, припуски разутюжила. Вот задняя условно передняя стенка сумки. На передней стенке я буду вышивать вот такую черепаху. Ее я сделаю в круге. Круг буду чертить по крышке. Естественно, мне надо будет очень четко, очень точно разметить, чтобы у меня круг был по центру. Ну, относительно право-лево. Да, верх-низ не так принципиален, но чтобы здесь у меня было одинаково. Потому что мне нужна симметрия. Именно симметрия круга и оставшейся заполняющей вышивки. Вышивать я буду по всей поверхности, кроме круга. Ну, раз здесь у меня черепаха, то я буду вышивать узор черепаший панцирь классический. Здесь задняя спинка будет полностью заполнена этим узором. Рисунок я вырезала. Сейчас вот контур обведу. А внутри, ну, буду, видимо, перерисовывать вот эти узоры. Может быть, свои какие-то узоры нарисую. Посмотрю. Кстати, рисунок я нашла в гугле. Я просто набрала черепаха раскраски. Так, ее сейчас отцентрую здесь. И пойду белой ручкой. Черепашка готова. Вот она отличается, конечно, от этой. Я сама здесь рисовала такие завитки, но мне нравится. Теперь мне нужно будет сделать шестиугольники, построить. Для этого я сделаю сетку 6 к 3. 3 сантиметра в высоту и 6 в длину. Начну от центра. Ну, теперь строим классические шестиугольники, как я показывала в видео черепашьи панцири. То есть вот такие сначала диагонали делаем.
из угла в угол. Теперь отступаем 2 клеточки вот отсюда, 1, 2, и сделаем вниз. Вот смотрите, просматриваются такие шестиугольники. Вот, ну здесь вот они все на этой части сумки не полностью, да, что здесь, ну вот здесь вот побольше немножко видно. Когда я их вышью, я потом еще буду вышивать внутри вот такие поменьше. Но это уже потом. Я сейчас не буду рисовать, потому что у меня, ну, во-первых, сотрется вот этот мелок. Ну и сейчас, я думаю, ни к чему лишнее нагромождать здесь. То есть вот основные шестиугольники большие я нарисовала. Сейчас я здесь продолжу. И сделаю на задней части то же самое. Ну там полегче будет. И там будут цельные здесь по центру. Здесь немножко вот из-за этого узора неудобно их рисовать. Поэтому... Узор готов. Шестиугольники я нарисовала только большие, ну как уже сказала, маленькие я буду рисовать и вышивать уже потом, когда у меня будут готовы большие. Я посмотрю, на каком расстоянии, 1 сантиметр или 1,5 сантиметра друг от друга. И как вы видите, шестиугольники я сделала достаточно большими. Я не хочу, чтобы они у меня очень много привлекали внимание к себе. Они должны как бы, ну вот, совсем буквально фоново быть. Можно, конечно, поменьше было делать, и 4 к 2, и 2 к 1. Но я решила сделать крупные. Опять же, поэкспериментирую. Мне кажется, черепаха здесь довольно-таки, ну вот, кропотливая работа будет, и она будет привлекать внимание, поэтому решила сделать так. Вышивать я буду нитками розовыми, вот эти ромбы. Саму черепаху я буду вышивать нитками вот такими светло-бирюзовыми. Розовые нитки вы уже видели, это нитки типа ириса хлопковые. Эти нитки искусственный шелк, тоже для вязания крючком. Толщина у них одинаковая. Еще я возьму с собой белый карандаш на всякий случай, мелок и линейку, чтобы, ну, подчерчивать, когда у меня будут стираться. И вообще маленькие шестиугольники потом надо будет рисовать. Я очень надеюсь, что у меня дойдут руки в поездке и до маленьких шестиугольников. Ножницы, естественно, надо будет взять. И я возьму 2 иголки. Ну, мало ли у меня одна потеряется. 2 иголки. 5 сантиметров они. Отверстие для нитки здесь не такое большое, никакого расширения здесь специального нет. Ну, я про вот это все уже рассказывала много раз во всех своих видео предыдущих про сашико. Это я все возьму сейчас, упакую и встретимся уже в поезде. Приветик, мои дорогие!
Я вернулась из поездки. Повышивать мне в поезде удалось, но снимать я не стала, потому что было много народу. Я решила не смущать пассажиров других. Вот что у меня получается. Я решила еще использовать белую нить для средних шестиугольников, для этих. И когда я закончу вот эту заднюю часть сумочки, я посмотрю, может быть, я еще здесь вышью маленькие, а может быть, не буду. У меня получились стежки длиной 4 миллиметра, около 4 миллиметров, и расстояние между стежками где-то 2 миллиметра. И вот в этих местах, как вы видите, у меня стежки не перекрещиваются. Но я об этом говорила уже во всех своих видео, да, где я показывала вышивку сашико. В местах перекрещиваний, стыковок стежки не должны перекрещиваться. Сейчас довышиваю эту заднюю часть сумки и приступлю к передней. Как вышивать, я уж показывать не буду эту часть. Ну, как обычно, шов вперед иголку. Черепашку я, скорее всего, буду вышивать маленькими стежками, не 4 миллиметра, а, скажем, 3, может быть, 2,5, не знаю, посмотрю, чтобы она была поярче, повыразительней. Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями вот о таких терморучках. Я покупала их на Амазоне. Такие запасные стержни шли. Я посмотрела вчера, они есть на Алиэкспресс. Ручки неплохие. Вот белая ручка, ею я рисовала этот узор. Она проявляется через несколько секунд после того, как проведена линия. Все остальные, синяя, черная, красная, видно сразу же. От утюга они исчезают тоже очень хорошо, но у этих ручек есть один большой минус. У них очень большой расход. Вот на этот узор, на эту черепашку и вот эти два круга я потратила полностью белый стержень целиком. Поэтому мой вам совет, если будете покупать такие ручки, сразу же приобретайте большой хороший запас таких стержней. Все, вышивка наконец-то готова, и с сумкой уже можно заканчивать. Сейчас я продублирую флизелином. У меня он, ну, вот такой тоненький, я не знаю, сколько граммаж, наверное, 50 грамм на метр квадратный. Дублировать я буду детали вот так вот целиком и до сюда, вот так. Потому что эти у меня будут завязываться кончики, чтобы здесь у меня мягко было, чтобы узелок был и кончики торчали, да, такие, ну, не очень жесткие. Я вот до сюда буду дублировать. И вырежу вот из этой ткани, подкладку сделаю методом наложения. Просто приложу и вырежу вот так вот полностью. Теперь нужно будет стачать эти детали вот отсюда, так вот по краю и до сюда. Теперь нужно уголки
срезать. Разутюжить припуски на швы. С подкладкой я поступлю точно так же. Стачаю по краю, но перед этим я сначала сюда пришью вот такой карман накладной для телефона. Кто-то писал в комментарии, что такие сумки, мешки, ну вот такого типа, не очень удобные, в них ничего не найти. К сожалению, эта сумка не органайзерного типа. Она не предполагает наличие множества отделений, карманов и так далее. То есть это самые простые сумки. Ну, я бы назвала их прогулочного типа. Есть же сумки театральные, какие-то редикюли, в которые тоже много чего не положишь. Поэтому, ну, считаю, ну вот особенность этих сумок в том, что, да, действительно, они не очень удобные для повседневной носки. Приготовилась стачивать подкладку и опять забыла сказать, что вот здесь внизу надо оставить небольшой открытый участок для того, чтобы сумку потом можно было вывернуть. Ну, здесь я вот так наискосок стачаю. И теперь нужно будет стачать вот так. Идем. Затем продолжаем сюда, с другой стороны также. И заканчиваем там, где начали. То есть полностью все эти срезы. Вот в этих местах, где будет узелок, я вот так вот срежу припуски, чтобы там не было слишком толсто. Здесь тоже надо будет отсечь. Все, можно выворачивать. Уголочки обязательно надо выправить. Сейчас нужно отутюжить вот этот шов весь очень тщательно, особенно вот это место с таким острым углом. Пришью кнопку туда внутрь, чтобы ее не было снаружи видно. Зашью открытый участок. И, наверное, я здесь сделаю шов вот такой же точно, наверное, белыми нитками. Шов вперед иголку. Вот вдоль всего вот этого шва, который я сейчас сделала. Сумка готова. Вот так она выглядит внутри. Кармашек и кнопка. Осталось только завязать здесь сверху узелок. Еще один вариант легкой сумки без каких-либо сложных элементов
готов. Я считаю, получилось очень даже неплохо. Такой прогулочный вариант. На этом я прощаюсь. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.